Всем привет! Сегодня сделаем очень вкусную, сочную, нежную паструму в домашних условиях. И после сегодняшнего ролика я думаю, что вы забудете о покупной колбасе. Итак, для начала нам нужно взять глубокую посуду и влить в нее 2 стакана коровьего молока. В молоко нам нужно добавить 3 чайных ложки с небольшой горкой соли. И хорошо все перемешать так, чтобы растворилась соль. Дальше нам нужно взять куриную грудку из одной курицы, пообрезать полностью весь жир, который вы на ней видите, разрезать вот это филе пополам на 2 ровные части и отправляем наше мясо в молоко на 2,5 часа. Пускай оно пропитается немножко молоком и солью. Через 2,5 часа достаем мясо в отдельную тарелку для того, чтобы немножко освободить его от молока. Молоко должно будет немного сбежать в тарелку. Пока мясо будет освобождаться от молока, в отдельной чаше мы приготовим небольшой маринад. Добавляем 1/4 чайной ложки мускатного ореха, затем 1 чайную ложку сладкой паприки, вливаем 1 столовую ложку подсолнечного масла и 1 столовую ложку соевого соуса. Еще добавляем 1 чайную ложку с горкой натурального меда. Берем свежий лимон и нам нужно добавить 1,5 столовой ложки сока из свежего лимона. И в самом конце нам нужно взять 3 зубчика чеснока и пропустить их через чесночный пресс тоже сюда в чашу. И дальше берем ложку и все хорошо аккуратно перемешиваем до тех пор, пока не растворится хорошо мед. И чуть не забыл, еще нужно добавить немного черного молотого перца. После того, как приготовили маринад, нам нужно взять бумажные полотенца, либо салфетки и обмакать вот так вот полностью все мясо. Из мяса нам нужно убрать всю лишнюю влагу, так чтобы оно было почти сухим. Затем берем вот этих 2 куска мяса. У них есть один толстый, один тонкий конец. И складываем друг на друга тонким к толстому концу, а толстым к тонкому концу. У вас должно будет получиться так, как будто бы все равномерно. И затем берем любую нить, и нам нужно мясо хорошо, плотно вот этой ниткой обвязать, так, чтобы получился такой сбитый, хороший, плотный брусок. Ну вот как-то так у меня получилось связать вот это все мясо вместе. Затем нам нужно взять противень, застеленный пергаментной бумагой. Берем вот этот кусок мяса и нижнюю часть промазываем кисточкой и вот этим маринадом, тем, что мы делали. Аккуратно промазывали, уложили на пергамент, на противень. И полностью все мясо теперь нам нужно промазать вот этим маринадом. После того, как вы хорошо вот это все промажете, оставляем в таком вот положении на 20-25 минут для того, чтобы оно немного пропиталось. Через 25 минут мы берем весь оставшийся маринад и опять-таки покрываем полностью все мясо. Вот так вот кисточкой, если у вас все разбежалось, постараемся отправить под мясо все, что есть на противне. А то, что оставалось в чашке, берем вот так хорошо ложкой и полностью все отправляем наверх на мясо. Нужно распределить равномерным слоем и так, чтобы весь чесночок остался полностью на мясе. Затем, внимание, вот этот противень отправляем в разогретую духовку до 220 градусов ровно на 25 минут. После этого, не открывая крышку духовки, мы выключаем нашу духовку полностью на 0 и оставляем там мясо до тех пор, пока на духовке на градуснику не покажет нам 0 градусов. После того, как духовка остыла, можно брать противень уже вот так вот руками. Мы достаем мясо, оставляем, чтобы оно еще хорошо остыло. И отправляем в холодильник ровно на 5 часов. Лучше, конечно же, если вы отправите вот это все на ночь. Ну и вот посмотрите, у меня все простояло целую ночь в холодильнике. Вот такая вот красота получилась. Мясо получилось хорошее, плотное, хорошо, так сказать, сбитое. Берем нож и аккуратно все освобождаем от ниток. Ну и после того, как вы освободили все от ниток, можно брать нож и с уверенностью вот так вот нарезать на небольшие кружочки. Некоторые кусочки у вас будут цельными, некоторые кусочки будут расслаиваться по слоях мяса. Но я уверяю вас, если вы хоть раз вот такое вот приготовите для себя, для своих родственников, для своей семьи, вы навсегда откажетесь от покупной колбасы, которая сейчас продается в магазине. Посмотрите, мясо нежное, сочное, ароматное и с необычным вкусом. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Если же вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте в комментариях свое мнение, понравилось вам или нет. Пишите свои рецепты приготовления очень вкусного нежного мяса. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.